Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о сколиозе. Очень такая животрепещущая тема, и мало кто может исправить сколиоз. Да? Вот. Конечно, я не говорю о сильно запущенных случаях, но простые небольшие сколиозы довольно легко убираются. И для того, чтобы это сделать, надо понять причины. Более того, вы можете это сделать самостоятельно, если правильно подберете нужные упражнения с нужной стороны, потому что там надо будет делать односторонние упражнения, то есть с какой-то стороны одной, либо справа, либо слева. Но, чтобы это правильно подобрать, вы должны четко понимать причины. Подробно я об этом рассказываю в своем видеокурсе «Биомеханика осанки и визуальная диагностика». Если вы специалист, то для вас, конечно, это будет курс просто будет находка, да, там информация бомба, такой нету. Вот. Ну, а если вы для себя, может быть, вам будет полезно тогда это видео, ну, тогда ищите специалистов тоже. Ну, я повторюсь, что если вы правильно определите мышцы, то сможете убрать это сами. Сколиозов есть разное количество, разные виды. Я сейчас расскажу о сколиозе, который имеет форму доллара, да? Когда дуга вот такая буквой S. И нам надо понять, как он формируется, этот сколиоз. Как он формируется. И я скажу сразу, что вот у этого сколиоза есть две самостоятельных отдельных причины, которых надо и убирать самостоятельно, отдельно. И давайте мы разберем, значит, как это все формируется. Предположим, что у человека есть наклон таза в бок, да, влево или вправо. Сразу скажу, что вот такой сколиоз – это сочетание причин нижней части тела и верхней части тела. И сейчас мы разберем составляющую нижней части тела. То есть, если у человека есть боковой наклон таза, да, у бокового наклона таза всегда одна единственная причина – это короткая нога. У короткой ноги множество разных причин, подробно я в курсе об этом рассказываю, но мы сейчас не будем об этом. Значит, что происходит при наклоне таза в бок? У вас наклоняется все тело. Все тело вот такой получает наклон, но тело не может находиться в таком состоянии. Тело – это не Пизанская башня. В отличие от Пизанской башни, оно саморегулирующая система, и она способна вернуть вот это утраченное равновесие, которое было нарушено вот этим вот наклоном таза, вот боковым наклоном таза. И тело сделает что? Оно сделает вот такую вот дугу в позвоночнике, и, как правило, у вас будет наклон головы в противоположную сторону. Это вот такой маркер для того, чтобы понять, что есть наклон таза в бок. И какой формы у вас получится позвоночник? У вас будет дуга. Вот я нарисую отдельно, чтобы это было видно. Вот это крестец, а это голова. Вот у вас будет вот такая вот дуга. Такой изгиб. Но, предположим, что задача усложнилась. То есть, сейчас я вам рассказал историю, когда у тела есть возможность правильной компенсации. Но это не всегда возможно, потому что у нас могут укорачиваться несколько мышц одновременно. Не обязательно, что только одна мышца укорочена. У нас может быть и 2, и 3 мышцы укорочены сразу. В зависимости от нашей деятельности. И вот мы теперь рассмотрим случай, когда мы имеем наклон таза в бок с одновременным укорочением, допустим, либо косых, либо межреберных мышц. Чаще это межреберные. Но и бывает, что косые мышцы живота. То есть, вот эта вот латеральная цепь по Майерсу, то есть, либо вот здесь укоротилась,
либо вот здесь. Ну, еще как вариант мышцы спины, разгибатели. И что же тогда произойдет? А вот тогда вот эта компенсация станет невозможной. То есть, смотрите, вот был наклон таза, и вот компенсация прогибом. А теперь предположим, что этот бок не дает возможности вот так сделать, прогнуться. Что же тогда телу остается? А телу тогда остается сдвиг. То есть не вот такой вот амплитудный прогиб, а сдвиг по прямой. Сдвиг по прямой. То есть вот при этом сдвиге у вас не будет увеличиваться вот эта вот длина. И вы получите вот такой вот позвоночник, да? Давайте я вам вот это все нарисую. Вот такой позвоночник, причем здесь, как правило, голова будет наклонена в ту же сторону, что и наклонился таз. То есть они в одну сторону, как правило, нагибаются, потому что вот здесь не пускает. То есть растянуться эта мышца не может. Не может. Либо косая, либо межреберные. Вот. Где этот уровень, вам покажет сама дуга. То есть если у вас дуга вот в этом уровне, то вершина как раз и показывает то место, где произошло вот это вот сжатие. Да? Вот это вот сжатие. Поэтому, например, убрав, скажем, проблему, связанную с тазом, вы что получите? Давайте я вот здесь нарисую. То есть если вы решили только одну проблему, например, с тазом, да, тогда позвоночник у вас будет вот такой формы. Вот такой формы. Если же вы убрали проблему межреберных, а осталась проблема таза, тогда позвоночник будет вот такой формы. Вот такой формы. И вот именно сочетание двух причин, оно и приводит к вот такому S-образному сколиозу. Вот, надеюсь, что вот это все довольно-таки просто. Ну, честно говоря, это сейчас я вот рассказываю, и кажется все банально и просто. Ну, ушло там 10 лет или больше, чтобы это понять. Вот, поэтому я вам это дарю. Пользуйтесь. Да, и здесь вот проблема только в том, чтобы правильно определить, почему наклонился таз. Это миллион причин. Здесь больше 10 причин. И определить, какая из мышц и где укоротилась вот наверху. Обо всем этом я подробно рассказываю в своем курсе. Да? Вот. И это для специалистов вот прям будет находка. Да? Вот. Ну а если вы не смогли определить, присылайте фотографии, я подскажу.